знаешь, что в Испании можно легко обидеть человека всего лишь одним словом. Скажешь «tú» вместо «usted» и все, тебя посчитают грубияном. А иногда наоборот, скажешь слишком официально и на тебя смотрят странно. Сегодня я расскажу, как правильно обращаться к испанцам. Во-первых, чтобы звучать естественно, а во-вторых, чтобы не попадать в неловкие ситуации. Оля, меня зовут Наталья, добро пожаловать на канал, где я объясняю испанский простыми словами и через реальные ситуации из жизни в Испании. Если ты хочешь говорить уверенно и без зубрежки, подписывайся и ставь лайк. Здесь каждую неделю только полезный и живой контент для тех, кто живет в Испании или только собирается переезжать. Ну что, давай разберемся по порядку. И начнем с самого простого, но довольно коварного слова «tú». Когда можно его использовать, а когда оно звучит грубо. «Tú» – это форма близкого, неформального обращения к человеку. Она используется, когда мы общаемся с друзьями, родственниками, детьми, соседями, а также в большинстве повседневных ситуаций. Например, «¿Qué quieres beber?» – что ты хочешь попить, либо выпить. «Una cerveza, por favor?» – одно пиво, пожалуйста. Да, официанты в барах очень часто используют именно «tú». В Испании это абсолютно нормально, и никто на это не обижается. Интересно, что в Украине, России, да и вообще странах Восточной Европы мы очень часто думаем, что на «ты» можно обращаться только к близким друзьям, либо близким нам людям. Но вот в Испании все иначе. Здесь люди ценят простоту и близость. Поэтому даже с незнакомцем того же возраста очень часто скажут «tú», а не «usted». Но будь осторожен, если перед тобой пожилой человек, либо официальная ситуация. Например, какое-то госучреждение. Тогда в такой ситуации лучше использовать «usted». Мы это подробно обсудим дальше. Итак, здесь главный вывод будет такой. С родственниками «tú», с друзьями «tú», с детьми «tú», в кафе, баре, либо на улице тоже «tú». Но даже если ты сомневаешься, то скорее всего в Испании именно «tú» будет правильным выбором. Но все не так просто. Представь, ты заходишь в банк и просишь сотрудника помочь тебе. «Tú me puedes ayudar?» В Испании это прозвучит слишком фамильярно. Вот именно здесь приходит на помощь формальная форма «usted». Поэтому давай разберемся, когда именно стоит использовать именно ее. «Usted» – это форма уважительного обращения. Она используется, когда ты обращаешься с сотрудниками банков, в госучреждениях, либо с нотариусом, а также с врачами, либо любыми другими официальными лицами. А также это будет более корректно употреблять с пожилыми людьми, если тем более вы не знакомы. Buenos días, ¿me puede ayudar, por favor? Добрый день. Мне можете помочь, пожалуйста? Совет: всегда добавляй por favor. Это звучит вежливо и естественно. Ошибка новичков. Многие думают, что «usted» это равно вежливость. И начинают использовать это слово буквально везде. Но нужно понимать, что в Испании это слово воспринимается как дистанция. Например, если ты скажешь соседу «¿Cómo está usted?», он, скорее всего, удивится и подумает, возможно, что ты даже иронизируешь. Поэтому здесь важно запомнить, что в официальных ситуациях мы используем «usted». С пожилыми людьми тоже «usted», с ровесниками и тем более в неформальной обстановке мы говорим на «tú». Испанцы любят простоту. «Tú» сближает, «usted» отдаляет. А значит, если не уверен, то в быту выбирай «tú». А если ты видишь человека в банке, в костюме за столом, то лучше выбирай «usted». Ну что, уже не так страшно, правда? Но, как обычно, я всегда держу что-то самое интересное под конец. Испанцы любят ломать правила и добавлять юмор в грамматику. Давай посмотрим на культурные фишки, которые тебя могут явно удивить.
В Испании обращение «tú» и «usted» – это отражение менталитета и культуры. Испанцы очень открытые и прямолинейные, поэтому они практически во всех ситуациях и практически всегда стараются сразу перейти на «tú». Например, ты знакомишься с испанцем, и всего через пару минут он уже говорит «¿qué haces?» вместо официального «¿a qué se dedica usted?». И это абсолютно нормально, потому что так в Испании быстрее устанавливается контакт. Но интересная деталь, что в некоторых регионах Испании, например, в Каталонии, к пожилым людям ты чаще всего услышишь обращение «usted», то есть формальная форма. Это своего рода нормальное проявление уважения к старшему поколению. Зато в Мадриде и Андалусии многие, даже со старшим преклонного возраста поколением, переходят сразу на «ты», даже если они не знакомы. Обычно это происходит, когда видишь, что человек открыт и готов к общению. Но есть еще одна интересная деталь. В Испании официанты и сотрудники заведений могут обращаться к тебе нестандартным «caballero» – «господин» или «señora» – «госпожа». И нужно понимать, что это абсолютно нормальное, вежливое обращение. Особенно в статусных ресторанах, гостиницах или же на официальных мероприятиях. Например, «Desea algo más, caballero?» «Желаете что-нибудь еще, господин?» «La mesa está lista, señora». «Стол уже готов, госпожа». Так испанцы показывают свое уважение к человеку и делают разговор более формальным. В отличие от повседневных баров, где чаще всего ты услышишь «tú». В таких заведениях стиль совершенно другой, он более формальный и уважительный. И это тоже важно понимать, чтобы не попадать в неловкие ситуации. И вот здесь многие иностранцы начинают нервничать. Что же использовать? Ответ простой. Если ты в Испании, учи vosotros. Так тебя поймут везде. А если услышишь какие-то другие смешные варианты, например, на юге Испании, улыбайся и знай, что это всего лишь местный колорит. А теперь вопрос тебе. Когда ты был готов сказать usted, а когда tú? Пиши в комментариях твой пример. Лучшие варианты я постараюсь разобрать в следующем видео. А если ты хочешь разобраться не только в tú или usted, но и понимать, как реально испанцы общаются в жизни, то я приглашаю тебя на индивидуальные и групповые занятия. Мы разбираем такие ситуации более подробно, и ты сразу учишься говорить правильно и уверенно. Все ссылки вы сейчас видите на экране, а также я их оставлю под видео в описании. Пишите мне в Telegram либо Instagram, я всем отвечаю. А теперь давай проверим тебя маленьким тестом. Я скажу 3 ситуации, а ты напиши в комментариях, что бы ты сказал, tú или usted. Первая ситуация. Ты зашел в банк, либо в мэрию. Ты знакомишься с новым соседом твоего возраста. Ты общаешься с профессором в твоем университете. Жду ваши ответы. Итак, сегодня мы разобрали, как правильно использовать tú, usted, vosotros в Испании. Теперь ты знаешь, как не попасть в просак. И как говорить так, как говорят сами испанцы. Не забудь подписаться, потому что новые видео здесь выходят каждую неделю по вторникам и пятницам. А еще в сообществе ты найдешь много полезных слов и фраз, которые тебе будут необходимы для жизни в Испании. Gracias por estar conmigo. Hasta pronto.